Здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Хлеб Стори. Я Наталья. Поделюсь сегодня с вами рецептом самого идеального кулича. Расскажу, как его украсить вот таким шоколадным цветочком. Видео, как красить такие серебряные яйца, есть у меня на канале. Поставьте, пожалуйста, лайк авансом. Досмотрите видео до конца. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал Хлеб Стори. Просто божественная нежность. А кулич получается желтенький, нежный, пористый и безумно вкусный. А понадобится нам мука, сахар, сливки, желтки, соль, дрожжи и ванилин. Берем дрожжи и делаем из них вот такую крошку. К дрожжам добавляем теплые сливки. К 100 грамм дрожжей добавляем 1,5 стакана теплых сливок. И 300 грамм пшеничной муки. Это половина из нужного количества. Замешиваем опару и ставим ее в теплое место на час-полтора. Добавляем ванилин, соль к оставшейся муке и тщательно все перемешиваем. Берем 8 яиц. Нам понадобится всего 8 желтков. К желткам добавляем 1 стакан сахара. Взбиваем желтки с сахаром очень тщательно. Это нужно для того, чтобы сахар растворился, чтобы не было крупинок. Масса должна белеть со временем, вот до такого состояния. К такой массе мы добавляем сливочное масло комнатной температуры и тщательно взбиваем. Опара готова, яично-масляная смесь тоже, мука, соль, ванилин готовы. К муке добавляем всю опару, замешиваем. Добавляем всю яично-масляную смесь. Все очень тщательно замешиваем и ставим на расстойку на несколько часов в теплом месте. Подошло. Вот таким образом. Обминаем. Даем еще раз подойти до самого верха. Из теста формируем шарики. Шарики кладем в алюминиевые формочки. Формочки должны быть смазаны сливочным маслом. Формы заполняем на 1/3. Дать подойти до 2/3 объема. Выпекаем куличи в духовке при 180 градусов 30-40 минут. Проверяем лучинкой на готовность. Лучинка должна быть сухая. Достаем из формы кулич, накрываем полотенцем, и он должен у нас постоять несколько часов, остыть. Растапливаю шоколад в микроволновке на мощности 800 Вт 50 секунд и 20 секунд. Вот до такого состояния. Далее делаю кружочки из жидкого шоколада на пергаменте или же на бумаге для выпечки. Здесь есть такой нюанс. Бумага должна быть хорошего качества, иначе шоколад будет очень плохо отходить от бумаги. Смазывать бумагу не надо. Бумага должна быть сухая. Старайтесь сделать ровненькие кружочки, чтобы лепесточки получились у вас ровненькими. Вот так. Затем потрясти. Очень хорошо нужно потрясти. Это выровняет кружочки и уберет лишние пузырьки воздуха. Аккуратненько, аккуратненько потрясти. Далее нужно поднять для того, чтобы у нас сформировались лепесточки. То есть шоколад будет стекать и будет образовывать форму лепестка. Потрясите чуть-чуть.
у нас сразу будет формироваться хорошая, красивая форма лепесточка. Вот такие лепесточки. Вот. Можно еще потрясти, подержать, потрясти, чтобы все было очень аккуратненько. Чуть-чуть потрясти, тогда будет лепесточки чуть длиннее выровняться. Вот так вот, да, все идеально получилось. Красота. Затем мне нужно свернуть рулон таким образом, чтобы лепесточки образовали форму. Смотрите, как я делаю. Я перекрываю бумагой, подкладываю под низ, сворачиваю внутренний рулончик. И таким образом рулончик не будет разворачиваться. Вы таким образом сможете сформировать нужную форму лепесточка. Вот сейчас я вам покажу, как это выглядит изнутри. Видите? Сразу образуется нужная форма пологого лепесточка. Периодически можно подтягивать, чтобы форма не распускалась. То есть, чтобы лепесточек у нас был нужной формы. Пока шоколадные лепесточки сохнут, я делаю из стаканчика бумажного заготовку. Вот я вам сейчас покажу, какие лепесточки уже получились. Вот видите, как сворачивается бумага. Вот таким образом теперь можно свернуть, когда они уже подсохли. Теперь обязательно нужно сделать внутреннюю заготовку из фольги. Фольгу я беру из плитки шоколада. Та, которая внутренняя фольга, она идеально подходит. К ней шоколад потом не прилипает. К обычной алюминиевой фольге шоколад прилипает очень хорошо, что не совсем удобно. Вот. А именно из-под шоколадки фольга очень замечательно будет потом отрываться от шоколада, который застынет, наш цветочек. На пальчик накручиваю бумагу, фольгу, примеряю и делаю надрезы. Раскрываю цветочком для того, чтобы потом наш цветочек держал очень хорошо форму. Стаканчик нужен для того, чтобы лепестки не опускались, а внутренний стаканчик для того, чтобы сформировать ножку цветочка. Вот, видите? Все очень просто, легко делается. Вот такие лепесточки уже подсохли. Они очень хорошо отходят, видите? Посмотрите, как легко отделяются шоколадные лепестки от обычной бумаги для выпечки. Обычная ашановская бумага для выпечки, самая дешевая. Смотрите, как легко и просто. Теперь мы будем формировать цветочек. Сейчас мы сделаем примерочку. Идеально, идеально у нас получается. Замечательно. Вот так лепесточки будем укладывать один за одним в залитый шоколад. Вот лепесточек просто идеальный. Просто я очень довольна. Великолепно получилось. Вот такие хорошенькие 5 лепесточков. И достаточно. Значит, берем еще раз горячий шоколад растопленный. Заполняем формочку. Аккуратненько заполнили. Теперь берем лепесточки и аккуратно укладываем их, формируя красивый цветочек. Вот, аккуратненько, один за одним лепесточек. Единственное условие: руки должны быть холодными, потому что иначе ваш шоколад в руках начнет таять. Руки должны быть холодными. Периодически подержите их в холодной воде. Вот такой цветок сразу у меня быстренько получился. Заливаю серединку шоколада. Я туда потом вставлю печеньки.
вот на бумаге нанесенный шоколад нарезаю потом тычиночки и вставляю внутрь цветка. Это декор. Вот такой цветок получился. Теперь мы убираем бумажный стаканчик. Он очень легко отходит, потому что у нас внутри еще из фольги основа. Убираем эту основу, так как она из-под плитки шоколада, она легко убирается. Вот получился у нас замечательный цветок на куличе. Мы примерили. Теперь опять растапливаем шоколад. Значит, мы его ломаем. Сначала на большие фракции, потом на кубики. И кубики еще пополам. Растапливаем в микроволновке. Растапливаю я целую плитку воздушного шоколада в микроволновке при 800 Вт 50 секунд. Делаю небольшую паузу и еще 20 секунд. Далее отрезаю уголочек и наношу по краю кулича с подтеками. Очень красивыми стараюсь сделать подтеки вокруг всего кулича. Вот так вот. Далее я заполняю шоколадом и потрясу, чтобы не было пузырьков, чтобы ровная была поверхность кулича. Дополнительно можно подрисовать подтеки, чтобы они были красивыми. Ну и сверху, значит, соответственно, мы примеряем цветок, посыпаем кондитерской сахарной посыпкой и ставим обратно цветок. Кулич нежный, мягкий и очень красивый получился. Посмотрите. Такая божественная нежность. Видео, как красить серебряные яйца, у меня есть на канале. Также у меня есть рецепт кулича на сгущенке. Тоже неплохой кулич. Но вот этот кулич самый лучший, самый идеальный и самый красивый. Цветок получился нежным. Самое главное, вкусным. Он съедается самым первым, мгновенно. Ну как не съесть такую красоту? Пасха – это особенный праздник, и кулич должен быть самым красивым, самым лучшим в семье. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк за такой красивый кулич. Пока-пока!